Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать всех журналистов, которые находятся сегодня в студии РИА Новости в Москве, в студии в Тбилиси, Ереване и Киеве. Мы начинаем видеомост на тему секты на постсоветском пространстве, степень угрозы и духовная безопасность. Инициатива нашего сегодняшнего видеомоста исходила из Армении. Армянские специалисты, которые занимаются проблемой духовной безопасности, заявляют о настоящем нашествии сект на Армению. И по некоторым данным, количество различных структур сектантского характера в стране приближается к сотне. И в эти структуры вовлечены порядка 350 человек для такой, в общем-то, небольшой страны, как Армения. Это, полагаю, достаточно большая проблема. Поэтому было бы логично и правильным, чтобы сегодняшнюю нашу дискуссию начала именно студия в Ереване. Я хотела бы передать слово господину Амаряну. Действительно ли секты представляют такую большую угрозу для вашей страны? Секта для Армении, правда, представляет большую угрозу, только хотя бы на том основании, что начиная с 90-х годов до сегодняшнего дня в Армении насчитывают уже почти около 350 тысяч человек, сектантов. Но если взять именно просто как секты, то в этом я тоже ничего такого страшного не вижу, потому что в любой ситуации к сектам в Армении относят и всех представителей, скажем, которые отличаются от традиционной армянской апостольской церкви, догм. Но самое опасное, что есть в Армении, это деструктивные секты. Их количество более 100 тысяч. На сегодняшний день для Армении это большое число. Сектанты, деструктивные секты, используют в своей деятельности все те методики, которые в свое время были присущи специальным службам. И это и методики вербовки, и методики манипулирования. Используется все, начиная от метода внушения до технических средств. Проблема большая. В основном наши армянские сектанты, деструктивные секты, если так взять, они имеют происхождение из Запада. Для Армении это большой удар, хотя бы для того, что если взять на протяжении 6 веков Армения находилась под гнетом мусульманского мира, но она не поменяла свою веру, а на сегодняшний день, в течение 20 лет, вот именно та вера, которая была у армян, почему-то дала большую трещину. В чем причина? Естественно, должны мы сами разобраться прежде всего. И второе, я думаю, что здесь, естественно, нужен и опыт всех тех государств, которые так же, как и Армения, страдают от деструктивных сект. И я думаю, в этой ситуации должны мы все объединиться в одно целое. Численность членов разных тоталитарных сект, опять же, никаких исследований на этот счет не проводилось, статистики не имеется. Есть только мои приблизительные прикидки. И вот по моим приблизительным прикидкам в России количество членов тоталитарных сект варьируется где-то от 600 до 800 тысяч человек. Это полноправных членов. Но можно сопоставить, скажем, вот со свидетелями Иеговы, потому что свидетели Иеговы – это единственная секта, которая публикует свою статистику ежегодно, и они, согласно их статистике, на конец прошлого года, у них было чуть меньше 160 тысяч крещенных возвещателей в России, то есть это полноправных членов, но также они публикуют и другую статистику, это люди, которые посетили их вечер воспоминаний, это единственный их праздник, куда приглашаются все отчасти вовлеченные в секту люди. Вот там количество достигло где-то 350 тысяч. Вот, когда я говорю от 600 до 800 тысяч, это полноправных членов сект, ну, соответственно, количество людей отчасти вовлеченных в секту, соответственно, может быть в 2 раза больше. Количество самих сект, опять же, их никто не считал, но если мы говорим о таких достаточно распространенных сектах, то известных сектах, то тогда их, наверное, где-то до 80. Что касается, если мы говорим о локальных сектах, о тех сектах, которые известны только в одной области, в одном регионе и так далее, то тогда, наверное, счет идет на тысячи. Также, что еще можно сказать, да, вот армянский коллега сказал, что у них в основном секты приходят с Запада, а в России эта ситуация была характерна для 90-х годов. Тогда действительно, когда мы говорили секты, это по большей части были секты западного происхождения, и даже когда я еще начинал заниматься сектоведением,
в начале 90-х, мне приходилось связываться с коллегами на Западе, чтобы получить информацию по тем или иным сектам. Сейчас ситуация обратная. Сейчас по меньшей мере половина, возможно даже больше сект вполне отечественного происхождения. И сейчас мне звонят коллеги с Запада для того, чтобы получить информацию по тем или иным нашим сектам, которые работают на Западе. И еще я должен сказать, вот когда тоже армянский коллега говорил о распространении сект в Армении, очень многие, я вот был в мае в Армении, работал, и многие сектантские лидеры из Армении, они переезжают в Россию и работают тут. В частности, вот в 90-е годы очень была велика доля армян в обществе сознания Кришны, и потом у них произошел раскол, и армянская часть отделилась. Среди неопиесятнических лидеров тоже очень большая доля армян. Очевидно, все-таки в Армении у них не слишком благоприятные условия для действия. В Россию они приезжают, чтобы тут так пошире развернуться. Это вот наша общая проблема с Арменией. И когда я был в Армении, мы тоже это обсуждали и думали, как этому противостоять. У нас в Грузии тоже та же самая ситуация, которая у вас. Вы правильно сказали, что вот постсоветское пространство это как бы сохраняет такое единство духовное, конечно, в кавычках. А у нас в основном секты появляются, так сказать, и вот западные секты, которые вот упомянула армянская сторона, но дело в том, что эти секты как раз являются вот такими фундаментальными сектами, фундаменталистически настроенными сектами. Почему они появляются в Грузии, почему у нас вот такая почва по Советскому Союзу, что вот мы создаем такую хорошую почву для размножения и трансформирования вот этих сект, вот это для меня самый большой вопрос. И вот вы сказали тоже, Александр, что вот уже из России транспортируется, уже Россия является как бы источником. Не Запад плох, если мы что собираем из Запада, это не значит, что Запад плох. А вот главное то, что для меня здесь проблема в Грузии, вот как мы смотрим, как мы видим это все здесь, это почему у нас распространяются они, что с нами. Вот я думаю, что здесь вот тоже проблема, не только вот коммунисты там виноваты или наше прошлое только виноваты, а вот доминирующие у нас религиозные организации тоже как-то где-то в этом что-то пропустили и не до конца доработали что-то. Вот в этом отношении. А где-то у нас будет процентов, наверное, где-то 2 или 3 сектантские, так можно сказать, и в основном это свидетели Иеговы. А особых других этих опасностей у нас в Грузии не наблюдается. Вы прекрасно понимаете, секта только тогда может быть опасным, когда это нарушает правопорядок, и опасно для здоровья человека. У нас в Грузии таких исследований не сделано пока, мы еще не знаем. У нас только был один факт, когда президент Грузии отреагировал очень правильно. Один маленький ребенок болел, и раввины там не хотели переливание крови сделать. И тогда приказом президента все равно это сделали. Вот один единственный такой случай. А в основном у нас ущемление прав как раз вот этих религиозных чувств, религиозных прав, этих сектантов, которых вы сектантами называете. В основном у нас другая проблема в Грузии. Почему секты, как они развиваются, на какой почве? Здесь ответ единый, и он очень простой, он лежит на поверхности. Секты до тех пор будут существовать и очень активно будут существовать, и успешно будут возникать и развиваться, пока в их арсенале на вооружении будут стоять специальные психологические технологии. Они есть, и благодаря им люди 100% успешно вовлекаются в секты. Единственное средство взять под контроль все эти явления – это контролировать несанкционирование применения психологических и психотерапевтических технологий. Если они будут осуществляться под контролем, то, естественно, сам по себе процесс вовлечения и существования функционирования секты будет уже полностью под контролем. Хотя, в основе любой секты, в принципе, мы занимаемся этим вопросом очень глубоко. Здесь пересекаются две плоскости. Юриспруденция, плоскость права и плоскость психологии вообще как таковой. Дело в том, что если разобраться очень детально в работе функционирования любой секты, а секта, она отличается от любой традиционной веры именно тем, что она зиждется не на вере, на святом чувстве на каком-то, а зиждется на более меркантильных вещах, на эквиваленте этой веры. То отличие всего лишь навсего заключается в том, что просто-напросто примитивно злоупотребляют доверием и сознательно вводят людей в обман.
Если есть вот этот критерий, то это значит любая религиозная организация, то есть вероисповедание, оно превращается в сектантство.